Только у нас. Прокурор Крыма рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», почему хотел уволиться из органов и о том, как обстоят дела сейчас в Симферополе. С прокурором Натальей Поклонской беседовал корреспондент «Комсомолки» Антон Арасланов. Вы 12 лет работаете в правоохранительных органах. В Киеве в Генеральной прокуратуре 2 года работала. 2 года в Генпрокуратуре. Рапорт почему написали? Рапорт написала, потому что мне стыдно стало работать в этой Генеральной прокуратуре, которая осталась на сегодняшний день. Я считаю, что быть слепыми прокурорами просто мы не имеем права. А то, что принимают и указывают сейчас в Генеральной прокуратуре якобы соблюдение какого-то правового поля, что творится в Киеве, вот на такой поступок и на такое решение действительно нормальный, адекватный и разумный человек, но просто не имеет права. Написала рапорт еще потому, что не хочу жить, не хотела жить и не хочу, чтобы рос мой ребенок в такой стране, в которой стыдно находиться. Вот те нацисты, которые убивали наших дедов, солдат, воинов, героев, предавали нас, они приходят и кричат, что они герои теперь нации. Нельзя такого допускать. Я написала рапорт и перевела, как меня не уволили. Не уволили, сказали, что я очень сильно устала и отправили в отпуск отдохнуть. Я приехала к родителям в отпуск. Естественно, уже с тем намерением, что я в Киев не вернусь. Но я сама, можно сказать, крымчанка. С 10 лет я проживаю в Крыму и поэтому вернулась на родину, в Крым. То есть я правильно понимаю, что написание рапорта, попытка уволиться из Генпрокуратуры связана именно с Майданом, а не с делом против Рувима Аронова? Нет, Рувим Аронов вообще никакого отношения ни к чему не имеет. Да, было когда-то, когда же это было-то, лет 5 тому назад, да, я поддерживала обвинение по уголовному делу в отношении Рувима Львовича Аронова, и кроме него у меня масса подсудимых было. Это и члены организованной преступной группировки «Башмаки», по фамилиям не буду перечислять. То есть совершенно никак, абсолютно даже и близко не связано с Башмаками, либо с Ароновым. Никакого отношения к моему решению они не имеют. Только Майдан, только переворот. Это конституционный переворот, это вооруженный захват власти произошел. И находиться в той, я считаю, незаконной, нелегитимной власти и в том числе в органах прокуратуры Киева, которым руководит исполняющий обязанности генерального прокурора, назначенный тоже нелегитимно. Я не могла и не буду, и не хочу. Единственный генеральный прокурор, который законный на сегодняшний день в Украине, это Виктор Павлович Пшонка. Говорят, что 4 кандидата претендовали на место крымского прокурора, и все были мужчины, и все отказались. А вы, такая хрупкая, молодая, как согласились на эту должность? Я знаю, насколько мне известно, опять-таки это не официально, меня никто не ознакомливал с документами официальными, мне известно, что 3 было кандидата, да, действительно, мужчины. По каким причинам они отказались, я не знаю. Мое решение было принято осознанно, и я очень горжусь тем, что мне доверили такой ответственный участок работы, и мне оказана честь, я не подведу, буду стараться. И буду все делать для того, чтобы наш Крым только процветал. Тем более в составе мы уже являемся субъектом федерации такой великой империи, Святой Руси. Поэтому мы не имеем права подвести. Пишут, что на днях на вас было совершено покушение. Надеюсь, вы никак не пострадали? Я не хочу комментировать это. Хорошо. Вам известна судьба уголовного дела, которое на вас завели в Киеве по статье «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»? Читаешь, думаешь, что вы прям страшный какой-то человек. Что об этом уголовном деле вам известно? Да, Шевченковским районным судом города Киева было вынесено решение о моем задержании и принудительном доставлении под стражей для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Неизвестно об этом, известно, что возбуждено уголовное дело, известно, что я в составе преступной организованной группировки совершила ряд преступлений, связанных и направленных на захват государственной власти. Но для меня это просто реакция группа людей, которые больше ничего не могут сделать. Они чувствуют свою слабость. Это они захватили власть, но никак не мы. Посмотрите, как они захватили власть, сколько трупов. Посмотрите, какая мирная демонстрация была в Киеве. В кавычках мирная. Да, сидят в креслах. Да, в кавычках мирная. Я ее наблюдала каждый день. И слышала, как
кричали, руководители сейчас теперешнего Киева, теперешней страны Украина, руководили сотнями и указывали, кто куда идет и где кого бьют. И это сейчас руководители страны, государства Украины. Они обвиняют меня в совершении преступления. Знаете, лучшая защита – это нападение. Так вот, они защищаются. Сейчас из Киева угрожают вам, вашим подчиненным? Ну, по поводу моих подчиненных, действительно, когда я только приступила к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей, многие приходили ко мне и жаловались, говорили, что Наталья Владимировна, вот у нас семьи, детки, там, мужья, жены, а нам угрожают, говорят, что если мы будем выполнять ваши указания и работать, так сказать, на благо народа Крыма, то мы будем вносить данные в ЕРДР. Ну, другими словами, возбуждать уголовные дела. И многие боялись, и сейчас уже страх уходит у подчиненных моих, у сотрудников, коллег наших, но, тем не менее, еще немножко присутствует. По поводу меня угроз непосредственно, ну как угроза, да, говорили, что если ты приедешь на работу, то тебя там уже ждет машина, тебя там арестуют и увезут спецгруппа по захвату и твоей доставки под стражей выехала там и тому подобное. Но только этим угрожали. Сейчас как бы только публикуют, и прямых угроз таких нет. Молчат пока мы делаем благородное дело, доброе дело, светлое дело. И Бог нам поможет. Есть информация, что до провокации со снайпером, которые в Симферополе 18 марта происходили, была обезврежена еще как минимум одна группа снайперов. Это так? Когда мы выехали на место происшествия, там работало 5 следственно-оперативных групп, и в том числе с экспертами, баллистами и другими экспертами. По мнению экспертов, изучивших обстоятельства преступления и работающих на месте, было сделано заключение о высокой степени вероятности совпадений с имевшим место действиями снайперов на Майдане, в Киеве с 18 по 21 февраля. Я считаю, что в этом случае даже преследующих цель спровоцировать столкновение между военнослужащими Украины и Республики Крым. Аналогичная ситуация, похожая ситуация, что произошло на Майдане, третья сила неопределенная там вмешалась. Таким образом, и у нас можно говорить, что тоже была некая провокация. Предполагать. По данному факту проводится досудебное расследование, работают следователи, эксперты, оперативные сотрудники. И будут установлены все объективные данные, и досудебное расследование будет завершено. А какой-то информации по симферопольскому снайперу можете поделиться? Ходили разговоры о том, что он якобы имеет отношение к правому сектору, например? В интересах следствия я не буду указывать эти моменты. По результатам проведенного досудебного расследования уже будут сделаны определенные выводы, и я думаю, что средства массовой информации непременно опубликуют и проинформируют граждан. Понятно, это инцидент, который произошел 18 марта, а до того и после того, то есть это единственный такой случай, или много разговоров уходит о том, что было несколько таких провокаций, несколько снайперов, что вам в этом известно? Обнаруживались ли такие провокаторы в последние дни? Нет, на территории Крыма снайперов официально в настоящее время, пока результатом всех проведенных расследований, не установлено. А ощущается ли давление в связи с переходом Крыма в состав России на простых жителей? Приходят, жалуются? Да вы что, люди ликуют, люди радуются, наконец-то. Вы знаете, какая атмосфера здесь в Симферополе? Везде флаги российские развешаны. Люди гордятся, люди радуются. Действительно радуются. А по украинскому телевидению показывают, что здесь мы находимся на оккупированной территории и тому подобное. Все здесь страшно-престрашно. Да пусть они на Киев лучше посмотрят, на другие области, где людей бьют, убивают, издеваются, на колени ставят, обливают водой, выставляют обвинения непонятно за что просить, грабят, разбои совершают на дорогах. Вместо гаишников на дороге стоят представители самообороны палками, с дубинками и показывают, как ехать надо, понимаете, осматривают автомобили. Здесь в Крыму люди дождались, они радуются. Здесь атмосфера победы. То есть никакого давления, никакого притеснения из Киева, Западной Украины нет? Из Киева, различные негативные
опять-таки публикации и информация в прессе идет, это никак не влияет на позиции людей. Все люди. А скажите, пожалуйста, а много было заявлений от беркутовцев об избиении? Мы работаем по фактам причинения телесных повреждений различной степени тяжести, а также по факту убийства сотрудника Беркута, которые были совершены на Майдане в Киеве. Я непосредственно приняла заявление, мы возбудили уголовные дела, внесли в ЕРДР и проводим в настоящее время досудебное расследование, потому что Киев как-то только признали Небесную Сотню героями, а те солдаты, которые наши, были погибшие и не то чтобы забыты, а выброшены. Возбудили уголовные дела, и наши права наших солдат и наших ребят будут восстановлены. Вы слушали эксклюзивное интервью «Комсомольской правды» с прокурором Крыма Натальей Поклонской. Только у нас.